денег много не бывает, правда? Очередь на запись есть. Календарь полностью битком забит. И спина отваливается, глаза уже ничего не видят. Знакомо, думаю, многим такая ситуация. Наша повседневная жизнь мастеров по наращиванию ресниц. Но что в этом случае обычно нужно предпринять? Конечно же, мы сразу задумываемся о повышении цены на свою работу. И здесь сразу начинается: ой, ну, может, пока не время, ну, не знаю, а рынок сложный, хотя он действительно сейчас в некотором роде сложный. Вдруг клиенты уйдут, и больше другие не придут. Короче, куча разных страхов. И такой очень интересный факт, да, что бывают мастера, которые боятся поднять цену буквально на 200-300 рублей, а уставать просто до потери сознания они не боятся. Очень интересно, правда? Но давайте вот так. Страх поднять цену на свою услугу – это, скорее всего, не про то, как потерять клиентов, а это про таракашек именно в вашей голове. Но что здесь важно знать и сказать? Что иногда эти тараканчики в голове действительно бывают правы. Ведь действительно все хотят зарабатывать больше, но мало кто хочет на свою работу посмотреть честно. Поэтому сегодняшний выпуск без иллюзий, без купюр, так сказать. Так вот, давайте с начала, да, про то, что все обожают и любят, ведь все мечтают работать за миллион каких-то денег, и, в принципе, из каждого утюга-то это сейчас и звучит: поднимай цену, и вот когда же повышение цены оправдано, давайте вот с этим разбираться вообще. Когда можно поднимать цену? Первые два пункта, они такие взаимодополняемые. Это когда у вас есть стабильный какой-то результат, стабильная очередь, которая держится месяцами. Это не то, что вам там, не знаю, перед Новым годом пришла куча клиентов, и вы такие: о, я очень популярная среди клиентов, нужно поднимать цену. Нет, здесь как раз-таки должна быть стабильность. Вы стабильно каждый месяц понимаете, что к вам приходит какое-то определенное количество конкретных людей, и их достаточно много. Вот, стабильность и количество. То есть вы уже понимаете, что вы начинаете работать немножечко на износ, так сказать, ради выживания, да, уже и свои дела какие-то откладываете, и уже не успеваете куда-то, свои, в общем, какие-то хотелки себе урезаете, ну и так далее. Мы все это прекрасно понимаем, знаем. Вот, и в таком случае, если у вас очередь, да, уже образовывается буквальная, стабильная, постоянная, вы работаете на износ, и вы знаете, что у вас есть какие-то, они у всех разные, конкурентные преимущества. Что-то вы делаете такое крутое, что вот именно к вам ходят и к вам выстраиваются очереди. И вот так, если у вас образовывается эта очередь, но денег нет, значит, цена ваша занижена. И в таком случае действительно повышение цены, оно оправдано. Ну так вот, значит, какой еще есть момент? Я боюсь потерять клиентов, допустим, у вас уже действительно это и очередь, и стабильно все и так далее, но вы боитесь потерять их клиентов, потому что на самом деле есть между нами и нашими клиентами, ну, в большинстве случаев, какая-то связь. Мы друг друга любим, мы друг к другу привыкаем, с кем-то дружим даже. Так вот, бывает очень сложно вот эту связь разорвать. И некоторым мастерам бывает в такой ситуации гораздо важнее быть любимыми вот конкретным человеком каким-то, нежели, как это сказать, оплаченным, да? То есть терять деньги за любовь. Терять деньги за любовь. Вы поняли, что вы себе в ущерб просто держитесь за каких-то людей, да, которые ваши любимые, там, дорогие и так далее. Но здесь что нужно понять? Что любовь клиентов
к сожалению, ваши потребности не оплатят. Не оплатит аренду студии, не оплатит новые кресла или там какую-то кушетку, не оплатит также ваши, как они называются, износ вашего организма, массажи, там, не знаю, стоматолога, еще что-то. Ну, кто куда ходит, да, мы не сможем это оплатить любовью наших клиентов, как бы нам ни хотелось. Одной любовью и дружественными отношениями, к сожалению, сыт не будешь. Вот следующий нюанс, когда стоит задуматься всерьез о повышении цены. Когда вы не хотите конфликтов с клиентами. Это же тоже очень распространенный такой тезис. Я не хочу конфликтов, не хочу ругаться. Но тогда, пожалуйста, будьте готовы к тому, что просто вас усталость ваша не будет покидать буквально никогда. Из-за боязни как раз-таки конфликтов вы будете постоянно сглаживать углы, работать за минимальную стоимость. И, к сожалению, это будет приводить вас, естественно, к раздражению. Мы все это прекрасно понимаем. Работа с людьми тяжелая, люди бывают разные. Опять же, когда у нас собирается какой-то вот свой костяк своих уже клиентов, с ними, конечно, работать гораздо проще. Но все равно настроение у всех разное, привычки, то. Мы все равно обслуживающий персонал, мы должны подстраиваться под клиента и давать все-таки сервис в том числе. Поэтому, конечно же, когда вы не хотите конфликта, не хотите ругаться, тем самым не повышаете свою стоимость услуги, и вы из-за этого раздражаетесь, вы постоянно устаете, и, естественно, это приводит к агрессии. Может быть, к пассивной, может быть, к активной, у всех по-разному, но факт остается фактом. И клиенты это прекрасно видят и отлично понимают, что вы работаете там, условно, да, за еду, и всех просто нафиг ненавидите, лишь бы они вот уже пришли и быстрее бы уже ушли. Что здесь стоит понять? О том, что вот конфликт ваш с клиентом, даже если вы выбираете сказать ему о повышении цены лично, при личной встрече в лицо, то даже если будет какая-то конфликтная ситуация, она продлится, сколько? Минут 5, да? 10, хорошо. И как бы клиент уйдет, останется, может, чем-то недовольным и так далее, и, собственно, все закончится, и больше к вам, вероятнее всего, никогда не придет. А конфликт, который внутри вас разгорается, он будет длиться вот на протяжении всего того времени, что вы не хотите конфликтов. Вот. Тем более, что есть совершенно универсальный способ просто написать сообщение о повышении цены. И знаете, кто-то напишет вам, может, какую-то простыню с оскорблениями и так далее, на которые совершенно не стоит обращать внимание. Либо просто, проигнорирует, замолчит и просто-напросто не придет. Поэтому в этом нет совершенно ничего страшного. Конфликтные ситуации, они всегда разрешаются, их бояться не стоит. Поэтому, если вы не повышаете цену из-за того, что боитесь конфликтов, подумайте о том, что я сказала. И мое самое вообще любимое, самое обожаемое, это когда мастера говорят, вы знаете, я бы повысила, да, но я я еще только обучилась, я еще ученица, да, я бы повысила, но я еще в процессе же обучения, я же не такая крутая, как вот та-то. И начинается там, естественно, сравнение себя со всеми и вся, с кем только не угодно. И сравнения такого рода, они, конечно же, приведут всегда в любом случае к тому, что вы хуже. Потому что всегда есть кто-то лучше. Мы что делаем? Открываем соцсети каждый божий день. И что мы видим? Что все такие крутые, все такие популярные, все просто невероятные. И из-за этого складывается иллюзия, что вы еще недостаточно знаете, недостаточно умеете, недостаточно делаете там вообще всего чего угодно. И таким образом вы себя как будто бы ставите на ступень ниже. Я знаю огромное количество мастеров, и сама такая была, пока я не сходила на обучение, где мне сказали, что «Жень, ты чё, ку-ку?» Уже как бы понятное дело, что твой уровень совершенно не соответствует тому прайсу, который у тебя есть. И я задумалась и подняла тогда цену, конечно же. Так вот, какой есть инструмент, да, чтобы
себя проверить на соответствие. Это просто буквально 3 пункта, про которых я везде всегда говорю. Это, во-первых, вы должны сами себя уметь оценивать адекватно, объективно, оценить себя самого. Плюс добавляется оценка других. Вы буквально просто идете, записываете на какое-то обучение, еще что-то, просите специалистов, мастеров, которые для вас являются, допустим, авторитетами, ну, что тоже как бы спорно, но все же давайте оставим так. Вы спрашиваете у них мнение о вашей работе. А сейчас даже очень много можно в пабликах встретить, когда мастера выставляют свои работы на показ и просят критику. Опять же, тоже спорный момент. Во-первых, не каждый может выставить свои работы на всеобщее обозрение, потому что под этими на самом деле постами чаще всего собирается что? Грубо говоря, просто негативные комментарии чаще всего. И действительно, это не всегда лучший способ, потому что лучше всего оценивать работу мастера по наращиванию ресниц именно вживую, а не по фотографиям, потому что на фотках бывает ракурс выбран неудачно, качество фото нехорошее, и даже при таких раскладах классная, хорошая работа может выглядеть, ну, так скажем, мягко, не очень хорошо, не очень красиво, не в выигрышной позиции вы находитесь, и вам могут написать плохие комментарии, что тоже как бы не является стопроцентной какой-то вот анализом вашей работы. И также другая ситуация, может быть супер крутая, там какая-то фотография и так далее, но на самом деле там будут очень много каких-то технических ошибок, и, в общем, здесь нужно с этим быть аккуратно и внимательно. Вот. То есть и третий пункт, что-то я заговорилась, и третий, это, конечно же, наши клиенты. Наши клиенты должны рассказать, нравится им, не нравится, и, в общем, это тоже третий фактор, который является ориентиром для того, чтобы вы понимали, хороший вы мастер или нет. Я уже об этом много везде говорила. Вот, собственно, это примерно вот такие вот быстро накидала нюансы, когда мы можем смело поднимать цену, когда мы задумываемся о том, о чем я только что рассказала. И переходим, соответственно, к блоку, когда цены поднимать не надо. Не надо. Вот теперь нужно остановиться и подумать. Если у вас какая-то носка через раз, да, ну это самое, что такое популярное, потому что все клиенты хотят носить долго и так далее, беспроблемно. Носка через раз. И через раз я имею в виду действительно через раз. Это не то, что у вас там раз в несколько месяцев пришла одна клиентка и у нее что-то там отвалилось. Нет, когда действительно вы видите, что нестабильная носка приходит постоянно, ваши клиенты одни и те же и жалуются, ну, в частности, на носку. На скорость как бы тоже здесь очень спорный момент, но он тоже имеет место быть, потому что понятное дело, что сейчас все учат наращивать за час и так далее. Это сделать возможно в некоторых случаях при соблюдении конкретных там условий и так далее. Но скорость, опять же, скорости рознь. В принципе, 1,5-2,5 часа – это среднее время наращивания, которое является нормальным, да, в зависимости от того, что вы делаете, как, кому, целая куча нюансов. Об этом подробно не буду. И так вот, эта скорость может варьироваться и достигать 4-5, не дай бог, 6 часов. Такое, наверное, тоже возможно. Так вот, когда действительно ваша скорость по объективным причинам, она низкая, из-за вашего там опыта небольшого, еще чего-то, ваша цена, естественно, не может быть высокой. Вы не можете наращивать 4 часа за цену выше среднего прайса там, по рынку. Ну, по крайней мере, ну, там, давайте по вашему городу, вот так. Причем, что добавляем сюда же в этот котел, если у вас носка через раз, скорость непонятно какая вообще, вы очень долго делаете, развитие ваше закончилось уже давно или вообще не начиналось никогда, соответственно, у вас нет никаких подтверждающих документов, каких-то повышений квалификации, где-то вы учились, что-то вы смотрели, и вы хотите, чтобы было вот как у топов, да, посмотрели, вот это такая крутая, мне нравится, я хочу быть как она, я хочу делать как она, хочу получать денег как она. Здесь как бы это центровой момент сегодня, что мы хотим денег получать много.
И здесь проблема не в ваших страхах, там проблема как раз-таки в несоответствии. Вы просто-напросто не соответствуете тем критериям, которые нужны, которые необходимы для того, чтобы поднимать цену. И такая цена вот без качества, без сервиса, без клиентоориентированности, это не ваша смелость, что вы круты и вы теперь вышли на новый уровень, а это просто-напросто называется по-другому, это называется наглость. Наглость, когда вы внутренне понимаете, что вы сами-то не очень так уверены, да, в своей работе, и ваши клиенты чаще недовольны бывают вашими работами, чем в восторге. И вы хотите больше денег, но менять ничего не хотите. Клиенты ведь наши платят за нашу ценность, за сервис, клиентоориентированность, вот это все, что я перечислила, а не за ваше желание жить красиво, быть крутым, правда? Поэтому цена без качества – это не смелость, это наглость мастера. Ведь действительно здесь нужно понимать свои исходные данные. Где вы учились и учились ли вообще? Какой у вас опыт? Это тот нюанс, который мы косвенно держим в уме, что опыт может быть абсолютно разный. Опыт может быть год, я везде это говорю, опыт может быть 20 лет, и результат может быть одинаковым. И то же самое может быть совершенно наоборот. Некоторые мастера с огромным опытом не достигают тех результатов, которые достигают новички, а некоторые новички не способны просто достичь результатов тех, которые уже есть у опытного мастера. Это нормально, здесь как бы опыт идет опционно. Вот какой он, это можно очень долго рассуждать. В каком городе вы работаете, какой у вас опыт, что за помещение, где вы работаете, может быть, это вообще какой-то подвал на отшибе города, неизвестно что, и, естественно, там не может быть высокая цена. Какой ремонт в этом помещении, что вы предлагаете своим клиентам. Также опционно материалы, на которых вы работаете, потому что есть действительно материалы, на которых можно экономить, да, и можно покупать какие-то потоковые вещи недорого, но все-таки основные какие-то нюансы, они должны быть, и они не могут стоить дешево. Мы не покупаем материал непонятно где, там какой-то в каком-то углу из-под полы у неизвестной тетки и наращиваем им ресницы. Нет, такого не может быть. Насколько комфортно вашему клиенту у вас в вашем помещении и насколько комфортно ему работать с вами, есть ли какие-то негативные впечатления после процедуры, как в физическом плане, так и в моральном, энергетическом, если можно так сказать. Примерно такие дела. Что хочется сказать в завершении? Цена на самом деле вашей работы – это некое зеркало, она показывает не то, что происходит на рынке, да, она показывает вашу внутреннюю опору. И смотрите, здесь вот что очень важно сказать. Цена – это не про то, какой вы можете, я могу поставить 10 тысяч, я могу поставить 20 тысяч на ресницы. Это не про могу, а про то, соответствуете ли вы этой цене. Вот. Но я все-таки считаю, что действительно, когда у вас есть внутренняя опора, когда вы знаете, что вы делаете, когда вы понимаете процессы, когда вы предоставляете действительно качественный сервис, вы клиентоориентированы, вы можете смело поднимать стоимость своих услуг, но если этой опоры вашей внутри нет, то лучше, конечно, все оставить как есть и немного доработать себя, повысить качество своих услуг. Это как и про работу над собой внутренне, это также и про работу над тем, что вас окружает, в частности, место, где вы работаете. Так вот, если вы соответствуете всем перечисленным критериям, у вас есть эта внутренняя опора, смело поднимайте цену, несмотря на любые страхи, которые вас преследуют, то, что мы сегодня обсудили. Но если вы не соответствуете, то не нужно изображать из себя жертву, что сейчас везде все выросло, везде цена повысилась, и я повышу тоже. И я буду повышать тоже. Так это не работает. Поэтому я думаю, что, возможно, было где-то неприятно, даже немножко обидно, но каждый себя узнал. Свои слабые стороны нужно, конечно же, знать и смело смотреть им в глаза.
Вот еще что я хотела сказать. Это очень важно на самом деле. Выдержите ли вы, когда часть клиентов от вас уйдет? А это неизбежно, кто бы как вам что ни говорил, что поднимаете цены, придут новые, и вы компенсируете той самой суммой, на которую вы повысили цену, оно перекроет тех клиентов, которые уйдут. Это не всегда правда, давайте без иллюзий. Конечно же, эта повышенная стоимость, она закроет часть клиентов, которые уйдут. Но придут ли новые, вот в этом вопрос. Точнее, скорее всего, если вы хороший мастер, они придут, но когда они придут, во-первых, они должны о вас узнать, во-первых, прийти к вам, а самое главное, они должны остаться с вами, вы должны им понравиться. И сколько уйдет на это времени, мы никогда не знаем, какой бы вы ни были крутой или какой бы вы были не крутой. Какой бы вы ни были замечательный мастер, вы не можете спрогнозировать с точностью это. Как это есть поговорка, думай о лучшем, но готовься к худшему. Поэтому нужно всегда держать в голове самый наихудший вариант. Я не знаю, может, это мое какое-то отклонение, но я всегда так делаю. Я всегда думаю, что будет просто крах, провал, что я останусь совершенно без денег, и я себе прогнозирую жизнь в том ключе, если новые клиенты вообще не придут, если старые откажутся, то есть я себе сразу какую-то рисую очень плохую картину, чтобы я была к ней готова. Потому что действительно ежемесячные платежи, особенно если вы работаете не в найме, а на себя, ваш кабинет также требует арендной платы, ремонт и тоже никто не отменял, нужно периодически хотя бы косметически проводить. Наши инструменты, которыми мы пользуемся, мебель, это все приходит также в негодность. То есть есть амортизационные затраты в том числе. Так вот, это все нужно иметь в виду, когда вы повышаете цену, и заранее готовиться к тому, что часть клиентов уйдет, но придет ли на нее и когда придет другая часть новых клиентов, мы не знаем. Вот. Поэтому нужно быть осторожными, иллюзий никаких не испытывать, не слушать вот этих вот всех коучей, которые просто на каждом шагу кричат: давайте быстрее, поднимайте, поднимайте. И риски никто не озвучивает, а риски на самом деле есть. Проанализируйте свою работу, действительно. Если что-то есть, что нужно доработать, доработайте обязательно. И тогда смело повышайте стоимость своих услуг. Я абсолютно за, потому что работа действительно сложная. Но все, это все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание.